Пациент, приходя на прием, очень часто делает следующий акцент. Вот клинический пример. Полгода назад подтягивался, сделал резкое движение на турнике, в плечевом суставе что-то щелкнуло и резко заболело. И вот полгода не проходит. Пациент считает, что проблема возникла полгода назад, резкая боль. Тогда мне интересен вопрос, а что было до этого? А до этого на протяжении 2 лет плечевой сустав болел 2 раза в год после каких-то нагрузок, отжиманий, штанги, но в течение 3-7 дней быстро проходил при лечении противовоспалительными препаратами. И в этот период пациент не чувствовал себя больным, но я понимаю, что как минимум эти 2 года уже была проблема. Тогда я задаю вопрос, а что было 2,5 года назад? У вас были проблемы какие-то, дискомфорт в плечевом суставе? И пациент вспоминает, что на самом деле до этого 5 лет назад он бросил любимый вид спорта, он занимался теннисом. Почему сбросил? Потому что у него появился дискомфорт, не боль, чувство усталости в правой руке, периодические боли в локтевом суставе. И тогда я понимаю, что на самом деле проблема и боль в плечевом суставе не полгода, а 7,5 лет. Полгода, 2 года периодических болей и 5 лет дискомфорта. Так вот, вопрос, что возникло 7,5 лет, что нарушило биомеханику сустава? Если вы каждый подумаете, когда сустав работал идеально и когда появился дискомфорт, тогда высока вероятность, что мы поймем, возможно, это была травма, например, лучезапястного сустава, возможно, это было падение на бок, возможно, это было какое-то психоэмоциональное событие, операция, например, аппендицит, возможно, это было выраженное воздействие удаления зуба, травма носа, рассечение на голове. Тогда есть вероятность, что пролечив эту травму, а для этого мы используем метод PDTR, который позволяет убрать дисфункцию рецепторного поля с этого рубца, с этой травмы, плечевой сустав у вас заработает идеально. Если вы не полечите этот рубец, он будет вечно болеть и не пройдет, даже при лечении самыми модными средствами самого сустава. И в данном случае вы можете сами даже провести диагностику. Хронологически вы примерно понимаете, что могло возникнуть в этот период. И как я вам ранее рассказывал, вы просто придавливаете зоны воздействия, там рубец, рубец после аппендицита, придавили и делаете движение. Если в этот момент, в течение 10 секунд после компрессии этого рубца, у вас уменьшается болевой синдром и увеличивается объем движения в плечевом суставе, соответственно, вы приходите к специалисту метода PDTR, говорите, что компрессия, придавливание этого рубца облегчает вам, уменьшает боль, он его полечит вам за 5-10 минут и проблема уйдет. Нормально?